Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня я хочу прогуляться по отелю TUI Blue Princess и поделиться своими впечатлениями. В этом отеле мы отдыхали в конце июля, в начале августа 2022 года. Это отель для взрослых, здесь можно отдыхать только с детьми от 16 лет. Итак, поехали! Наша комната находилась на 7-м этаже. Не удивляйтесь, это обратная сторона отеля. С этой стороны не так высоко, так как отель находится у склона горы. Сначала мы прогуляемся на ресепшн, который находится этажом ниже, на 6-м этаже. Вот с лестницы открывается такой вид. Прекрасный вид, как вы видите, на пляж. В отеле довольно-таки чисто. Спустились мы на 6-й этаж, как раз к ресепшену. Ну, здесь все тоже довольно аккуратно. Также с видом на пляж. Мне эти виды очень нравятся. Въезд сюда на территорию ограничен шлагбаумом, но если же вы взяли машину на прокат, то с левой стороны от шлагбаума вы можете позвонить на звонок, вам откроют, и вы можете припарковать автомобиль прямо перед отелем. Места тут, конечно, не так много, но я все же находил всегда, где поставить автомобиль. Тут у нас два основные лифта, которые едут к развлечениям на нижний этаж. Слева и справа имеются два бара. Мы сейчас прогуляемся в правый бар. Все довольно чисто. Здесь по вечерам играет живая музыка. Можно поиграть в бильярд. Хочу отметить, что все напитки в барах оригинальные. То есть, если вы заказываете Беллис, вам нальют именно Беллис, а не крема де виски местного разлива. Не как в некоторых отелях предоставляют что-то местное, что-то дешевое. Здесь все оригинальное. Один бар работает с 10 утра до 10 вечера, а второй бар работает с 12 дня до 12 ночи. Также имеются два основных ресторана, вот здесь один. В этом ресторане проводят обед, а завтрак и ужин проходят в ресторане внизу. К сожалению, видео из нижнего ресторана у меня не сохранилось, очень жаль, но поверьте мне на слово, там очень чистый ресторан, очень уютный, хорошие напитки, хорошая еда. Кстати, вина приносят в бутылках, разливают прямо с бутылок. Тут же при вас их открывают, также и лимонад в бутылочках, различные соки в бутылочках, то есть очень все довольно прилично. Слева у нас еще один ресторан, третий, который можно посетить один раз в неделю бесплатно. Конечно, заранее нужно зарезервировать день, в который вы его посетите. И как-то вечером приятно отдохнуть. Ну, думаю, хватит рассказывать о барах и ресторанах, пора прогуляться по зоне отдыха. Бассейн разделен на две части. Одна медленно углубляется, левая часть, а вторая, правая, довольно-таки глубокая. Там глубина 2 метра 30 сантиметров. Вот такой мостик разделяет этот бассейн. Довольно-таки симпатично. Практически все номера с видом на море. Довольно-таки много шезлонгов. Я ни разу утром не выходил занимать шезлонг, и приходя в обед, нам всегда доставалось место. Не знаю, возможно, это из-за того, что мы были после короны, еще не так много было посетителей, но было как-то так. Здесь у нас второй бар, в котором обычно проходят вечерние представления. Вот тут такая небольшая сцена, на которой происходят все действия.
Еще раз хочется отметить, что были очень вкусные напитки и коктейли. Сейчас прогуляемся на пляж. Помимо лестниц имеются пандусы для инвалидов. Тут можно принять душ или обмыть ноги по приходу с пляжа. А мы идем дальше. Ну а прежде чем мы отправимся на пляж, прогуляемся влево, на место, где все любят фотографироваться. Я же приходил сюда, чтобы полетать дроном. Приземлились, идем дальше. Для любителей спорта также имеется небольшой фитнес-зал. Любители могут побегать здесь с видом на море, но я не люблю бегать, я люблю ходить. Открываем дверь, и мы практически на пляже. Обратно вход по карточке от комнаты. Пляж песчаный, чистый. Сейчас мы туда тоже прогуляемся. Также имеются платные шезлонги и зонтики, которые можно купить на целый день. Сейчас посмотрим цены. Довольно-таки недорого. На целый день 2 шезлонга, 1 зонтик, 10 евро 50 центов. Вот такой чистейший пляж. Ни одного камушка. Я вам больше скажу, камней нет даже в воде. Я специально нырял и снимал для вас. Ну что ж, хочу подвести итог. Место мы это выбрали не случайно, так как мы уже здесь бывали. Отель нам тоже очень понравился. Если это видео вам помогло сделать свой выбор, поставьте, пожалуйста, лайк и напишите ваш комментарий. Всем спасибо. Заходите на мой канал еще. Буду стараться радовать вас новыми видео.